Доброго времени суток, дорогие зрители! С вами снова Дедуля Вослундер, это Twin Fallout Mods, и сегодня вас ждет новый формат, если так можно сказать, видео. Давайте с вами попробуем сделать Fallout 4 не такой убогой игрой и замутим формат Make 4 Great Again. Поэтому ждите сотни видео по модам на четверку и, возможно, десятки рассуждений. И сегодня мы продолжаем обозревать различные модификации на игру Fallout 4. И сегодня у нас топ-5 оружейных модификаций, которые следовало бы заценить. Один из сегодняшних гостей — это AUG A1, да, тот самый, который многие из нас использовали в игре Counter-Strike, от автора The Shiny Haxorus. Давайте посмотрим, как он модифицируется. Итак, смотрим, как у нас выглядит AUG. Есть два вида ресиверов. Второй я, честно говоря, ни в одной игре не видел, но я, честно говоря, и в современный шутер-то в последнее время не играю, поэтому могу заблуждаться. Ну, соответственно, стволы у нас есть под оба вида ресиверов. Когда переключается ресивер, переключается и ствол. Два вида магазинов. Маленький на 30 патронов и здоровенный на 60. Это круто. Просто сраная туча глушителей. Это просто дохренища. Не знаю, зачем их столько. Но раз автор хочет, то пусть будет, правильно. Очень большая, скажем так, коллекция различных текстур. Я бы, наверное... вот красненький взял. Потому что красный, значит, спортивный. Из тактических всяких приспособ есть фонарь и лазерная указка, что довольно здорово. Ну, соответственно, есть прицельное приспособление непосредственно через механический прицел или через интегрированную оптику. Ну и режимы стрельбы автоматический или полуавтомат. Само собой, калибр 5,56 и почему-то 10 мм. И возможность докинуть урона, если вам мало. То есть, если вам хочется просто всех на куски рвать. Ну, давайте, я не знаю, не будем, наверное, докидывать. И так мощно. Испытаем его на стрельбище. Ну, стрелять из него действительно прикольно. Это похоже больше на пулемет, чем на автомат. Очень даже ядреный. Темп огня, конечно, просто безумный. Звучок приятный. Очень здорово. Давайте посмотрим на перезарядку. Так, еще разок. Анимация замечательная. Смотрим от третьего. Анимация перезарядки. Еще разок. Выглядит просто замечательно. Я не знаю тут даже, что сказать. Положение оружия в руках и то, как он перезаряжает, выглядит очень органично. Классный ствол. По поводу по аугу. Что я могу сказать? Оружие достаточно сильно, скажем так, для современных модов модернизируется. Оно немножко даже утилитарно, можно использовать его под разные цели, под разные калибры, разные внешние виды ресиверов, что меняет навесное. Модель сделана отлично, текстура сделана еще лучше. Подходит ли она для мира игры? Конечно же нет. Чего вы, в принципе, хотели, это совершенно не лор-френдли оружие, но из него действительно весело стрелять. Всем рекомендую. И AUG заслужит от нас оценки в виде одного Рика Граймса, который все-таки нашел Карла. Следующая модификация из нашего списка — 9x39 Project за авторством FX0x01. Здесь у нас два оружия — VSS Вал и VSS Винторез. Многим он, я думаю, знаком по игре Stalker. Давайте перейдем к его модификациям. Переходим к модификациям автомата Вал. Значит, у него есть два вида ресиверов, обычный и специальный, который дает просто охренительный урон. Соответственно, ствол у нас всего один. Ну, что неудивительно, в других вариантах нет. Приклад тоже один. Магазинов у нас, как вы видите,
аж целых 4 вида. Маленькие, большие и быстросменные, как всегда. Прицельных приспособлений 5. Тут и ласточка, и различные коллиматоры подсвеченные. А, кстати, подсветку давайте-ка вхерачим. Прицел Кобра и ПСО-1. Так. Есть возможность нахреначить зачем-то, я не знаю, трипод. Нафига он тут нужен? Опять же, есть фонарь или его отсутствие. Есть лазерная указка, что тоже здорово. Тактическая рукоять, то есть мы можем выбрать тактическую вот защиту для руки, на нее тогда навинчивается фонарь и лазерная указка. Если тактический вот это вот attachments, как здесь называется, то мы можем поставить рукоять, за которую наш персонаж будет, в общем-то, от первого лица держать это оружие. Ну и возможность модификатора урона ввести там, чтобы, не знаю, наносить по 230 урона одним выстрелом при автоматическом огне. Это просто дохренище. Давайте посмотрим, как это оружие ведет себя на поле боя. Ну что ж, посмотрим, как поведет себя супервинтовка из сталкера. Ох, блин, что-то они по мне больно стреляют, суки такие. Ну-ка, успокойтесь. Звучок прикольный, такой чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. Отлично, просто класс. Можно даже, в принципе, не использовать прицел благодаря лазерной указке. Замечательно. Ну-ка еще раз перезарядку посмотрим. Класс. На самом деле, единственное отличие винтореза в том, что он полуавтомат, в принципе. Ну и немножко текстурка другая. Так его можно, в принципе, отдельно не рассматривать. Давайте посмотрим на перезарядку от третьего лица. Посмотрим, как все выглядит со стороны. Немножко положение руки кривовато, мне кажется, нет? Правый. Хотя курок вроде двигается, что довольно уже забавно. В замедленном времени. Анимация выглядит неплохо. От первого лица она, конечно, выглядит лучше. Затвор чудит. Ну, это нормально для 4-го Fallout. И вал и винторез являются довольно самобытным оружием из нашей реальной жизни. Разумеется, это оружие абсолютно не лор-френдли, но из него довольно весело стрелять, особенно если вы отыгрываете роль какого-нибудь очень тихого персонажа. Модели текстуры сделаны на отличном уровне, анимация очень даже приемлема, очень хороша. Стрелять из оружия сравнительно весело. Ну и вал получает оценку из Рика Росса, который скоро помрет от обжорства. Следующим гостем нашей микропрограммы станет Krebs AK. Для тех, кто не в курсе, Krebs — это контора, которая занимается кастомизацией пушек, ну, само собой, расположена в США. Вот такого вида действительно есть в реальной жизни наш добрый старый автомат Калашникова. Выглядит задорно, да? Автор FX0X01. Давайте посмотрим, как этот ствол кастомизируется. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, как выглядит Krebs. Так, кучка ресиверов. Ну, тут все понятно. Стандартный и короткий ствол. Интересно, из какого оружия изначально данный Калашников сделан пиндосами? Это не из Аксушкеля? Походу, из нее, из родимой. 3 вида прикладов, которые внешне ничем не отличаются, что мне уже не нравится. Один стандартный магазин, тоже не здорово. Целая куча коллиматоров, еще коллиматоров и даже оптика есть. Только зачем? Есть глушитель ТГП. Выглядит, ну, довольно чудно. Есть вертикальная рукоять или ее отсутствие. Давайте ее уберем нахрен. Ну и возможность, опять же, поднять урон. Ну, я думаю, так и оставим везде, чтобы было по сотне. И есть некоторое количество раскрасок, ретекстур, что, в принципе, тоже забавно. Мне вот лично понравился раскрас в 2 тона. Давайте посмотрим, как он поведет себя на стрельбище. Ну что ж, посмотрим, как автомат Крепса справится с кучей синтов. Да вроде как довольно неплохо. О, анимация перезарядки, кстати, хороша. Очень даже классно все выглядит. Ах ты,
Сука. Так-то. Ну что ж, давайте посмотрим еще раз на анимацию. Так, а теперь от третьего лица. Смотрим, как это все выглядит со стороны. Затвор опять чудит, ну и хер с ним. Ух ты. Выглядит отлично. Просто замечательно, я бы даже сказал. Так, а в замедленном времени? Отдача, конечно, у него хорошо выглядит, хорошо. Замечательный ствол. Ну, переходим к следующему. Говоря про Krebs AK, пожалуй, это самое веселое из последних оружий, что я видел. У него модификаций совсем немного, к сожалению, пока что. Автор, я так подозреваю, сделает их еще потом, впоследствии. Но анимация выполнена просто на охренительном уровне. Модель сделана замечательно, текстура тоже. Стрелять из него очень-очень весело. Мои рекомендации. Krebs AK стал лично для меня фаворитом и заслуживает одного Милонова, радующегося очередному запрету. Следующей модификацией из нашего списка оружия, которое бы стоило заценить, станет АК-74 за авторством FX 0X01. Это на самом деле довольно классное оружие, которое здорово смотрится и неплохо кастомизируется. Давайте посмотрим как. Вот мы и дошли до старого доброго весла АК-74. Давайте посмотрим, как он модифицируется. Так, есть пяток ресиверов. Ствол одного вида, никто не стал тут заморачиваться. 4 вида прикладов, которые не особо друг от друга отличаются, но модели все равно разные. Магазины стандартный, пластиковый, бакелитовый, соответственно, смотанный изолентой двойной. И огромный магазин, видимо, от РПК, я так понимаю, да? Так, также у нас есть целая куча прицельных приспособлений. Вы просто посмотрите, сколько их, да? Вот это просто сколько их тут? 3, 4, 5. Блядь, до хера, короче, я даже посчитать не могу, настолько я тупой. Да. Коллиматоры, просто прицел через рельсу, механические прицелы и, наверное, даже оптика есть. Да, аж двух видов. Соответственно, дульный тормоз у нас есть стандартный. Зенит ДТК, который, я так понимаю, сейчас ставит на АК-12. Ну и поставляет в армию Российской Федерации как комплекты модификации для калашниковых. И даже глушитель. Замечательно. Также есть различные насадки на ствол. Ну, давайте возьмем, я думаю, только фонарь, потому что лазерная указка тут нахер не нужна. А хотя вообще не надо. Не надо. Не будем портить его внешний вид. Оно так идеален на самом деле. Единственное, что вот ДТК крутой мне понравился. Есть возможность, опять же, модифицировать урон, как вам, в принципе, душе угодно. Это тоже довольно здорово. Ну и некоторое количество раскрасок, как вы видите, под все случаи жизни. Давайте посмотрим его на стрельбище. Посмотрим, как Калашников справится со стрелками. Ох, блин. Как они любят все забрасывать огнем. Уф. Что за пиздец стрелки творят? Блин, сейчас убьют же. Ну, не сказать, что оно очень эффективное, но на момент выхода АК-74 от FX 0X01 это был, пожалуй, самый крутой ствол, потому что он чуть ли не первый из анимированных на Нексусе. Так, ничего, башню что ли зарядили? Так, ну-ка еще раз. Анимация здорово выглядит. Давайте посмотрим от третьего лица. Ну, выглядит неплохо. А в замедленном? Конечно, Krebs выглядит позже от того же автора. Но это неплохо. Действительно неплохо. Возвращаясь к классическому веслу, я хочу сказать, что это одно из
моих любимейших оружий ранее на Нексусе. Потому что это было чуть ли не первое оружие, которое имело свою анимацию, а может быть даже и первое. Я с ним наиграл, наверное, так часов 50 различных своих прохождений и похождений. Несмотря на то, что оно не супер убойное, не супер мощное, если, конечно, модификатор не выкручивать урон, если не сильно вверх, да, из него просто весело стрелять. Оно неплохо кастомизируемое по нынешним меркам, учитывая, что недавно вышла новая версия. И, в принципе, смотрится тоже замечательно. Единственное, что, конечно, оно абсолютно не лор-френдли, ну, это уж простите. Хотя с заводом, скажем так, домашней винтовки в Нюковолде, то есть АК-серии, в принципе, это оружие уже выглядит вполне себе даже лорным. Такая хрень, ребята. Но, скажем так, с остальными сравнивая, этот, пожалуй, вариант, экземпляр по функционалу самый, наверное, слабый. То есть стрелять из него не так удобно, как из всех остальных конкурсантов. И АК-74 заслуживает оценки из одного боярского и целой 1000 чертей. И финальным, но не самым плохим, надеюсь, гостем нашей программы является винтовка Ruger 556 с авторством FX0X01. Получается какая-то прям подборка этого автора. Что я могу сказать? Автор молодец. Давайте посмотрим, как это чудное оружие модифицируется на верстаке. Ну и последний конкурсант. Это у нас Ruger 556. У него есть довольно немалое количество ресиверов. То есть вы можете автомат получить, грубо говоря, на 15-20 уровнях. Он там на стрелках появляется. И потихонечку с ним идти практически до конца игры, потому что его, скажем так, модификаций вполне хватит. Так, ствол у нас один стандартный. 4 вида прикладов. Вот этот мне вообще непонятен, какой-то он странный. Ну, я так понимаю, это же, в принципе, М16 переделанная очередная, да? Здесь у нее, получается, должна быть пружина, да? В самом прикладе возвратная. Видимо, она туда и уходит, поэтому такой странный приклад. Типа, вообще без приклада, по сути, только какую-то галку сделали, чтобы в плечо упереть. Очень большое количество разных магазинов, отличается модельками. Разных видов, разных размеров, я так понимаю. В этом, наверное, побольше патронов на вид, нет? Хотя вряд ли это отличается. Сраная куча прицельных приспособлений, тут просто ничего не сказать. Это очень много. До безобразия. Но я решил взять прицел Delta Point, потому что, помню, я играл в Delta Force в детстве. И захотелось мне вспомнить, как это. 2 вида глушителя или нет надульных насадок вообще. Ну, это мне, как всегда, не надо. Есть приспособа в виде фонаря, который можно навинтить. Ну, нам он тоже нахер не нужен. Соответственно, есть под руку выемка, есть ручка. Также есть лазерная указка. Ну, это опять же для тех, кто любит тактикульность. Я ее не очень-то люблю. Ну и очень большая куча раскрасок, притом довольно чудных. Текстуры очень забавные. В принципе, с ними можно поиграться, поискать, что вам больше нравится. Ну что ж, давайте перейдем на стрельбище и испытаем это оружие в бою. Не смотрите на темп стрельбы, на самом деле это распространенный баг, когда устанавливаете стволы, когда вместо там 130, 200 там, да, скорострельности делается 413 или около того. Поэтому это нормально, что все оружие у меня стреляет почти как и должно в реальной жизни. Именно из-за этого, на самом деле, затворы глючат. Блин, а прикольно с этого ствола стрелять до сих пор. Вообще беспроблемно. Ну-ка еще раз перезарядочка. Выглядит хорошо. Да, давайте от третьего лица посмотрим. Выглядит, в принципе, ничего. Положение в руках тоже ничего. Ну-ка, от третьего лица. Фу, от третьего лица замедленно имеется в виду. Да, класс. Ну, переходим, наверное, к выводам. Очередная винтовка на базе платформы AR. Модели и текстуры сделаны на отличном уровне. Анимация сделана хорошо. Оружие не сильно модифицируется, что немножко расстраивает. То есть, ну, то, что ствол один, это
как у большинства, конечно же, из нашего обзора, но все равно я подозревал, что платформа AR должна модифицироваться, ну, сильнее, потому что она и в реальной жизни модифицируется и кастомизируется гораздо круче, чем наши отечественные стволы. Но в целом стрелять из нее очень весело. Безумно весело и здорово, что она включена в лоуд-листы для стрелков. То есть, в принципе, враги с таким оружием будет для вас небольшим челленджем. Мне очень понравилось. Рогер 556 заслужил от нас оценку из одного призадумавшегося джигурды. Некоторые будут негодовать по поводу четверки снова и снова, но бог с вами. А всех адекватных зрителей я очень сильно попрошу не лениться и черкнуть пару строк по данному видео о формате и о самих модах. Также я вас очень сильно попрошу распространять данное видео в соцсетях. Вам это несложно сделать и, надеюсь, не жалко. Всего лишь репостик из нашей группы, а нам это будет очень приятно и, возможно, поможет снова вернуться на стезю Вегаса через какое-то время. Спасибо вам всем за просмотр, с вами был Дедуля Вуст, всем удачи, всем пока. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here.